Шейх Хасан Али родился и вырос в Уэст-Мидлендс, Великобритании. Его исламское образование началось с заучивания Корана с последующим изучением арабского языка и других наук. В 1997 году, после 9 лет обучения, он закончил в качестве алима знаменитое медресе Касим Аль-Улюм. Также он является выпускником медресе Дарга, Силхет, Бангладеш, где он занимал первые позиции во всем регионе среди тысяч учащихся. Также шейх имеет дополнительное образование. Он закончил институт образования, Лондонский университет, Великобритания, где получил степень магистра в области психологии образования. В 2006 году он стал имамом мечети Лондонского исламского культурного общества на севере Лондона, где он основал Академию Сафар, работающую по выходным дням. Сперва в академии училось всего лишь несколько студентов. Позднее он ушел со своего поста имама и начал работать в престижном колледже Юсуфа и Ислама для мальчиков в Бронсбери в качестве главы департамента исламоведения и имама. Вместе с некоторыми другими учеными в это время он организовал известный в Лондоне Ибрагим колледж. После нескольких лет продуктивной работы в колледже Юсуфа и Ислама он начал преподавать в их Ибрагим колледже ряд исламских дисциплин, в том числе усуль-уль-фикх, тафсир Корана, историю ислама и философию религии. Из-за интенсивного развития Академии Сафар ему пришлось покинуть колледж и начать уделять ей каждый полный рабочий день, чтобы продолжить развивать Академию. Руководитель религиозного общества Северного Лондона, известный во всем мире ученый-богослов и проповедник. Мир вам, уважаемые друзья! Сегодня у нас гости из Туманного Альбиона. Имам религиозной организации Северного Лондона, известный проповедник шейх Хасан Али. Хасан Али, мир вашему дому. Ассаляму алейкум. Ва ассаляму рахматуллахи ва баракату. Ну, вы несколько дней уже в Дагестане, и такой традиционный вопрос. Хочется знать, какие впечатления о Дагестане у вас? Well, it is my first time here. Я в первый раз в Дагестане, и мне очень понравились люди. Они такие доброжелательные, с открытыми сердцами. Я вижу проявление уважения людей друг к другу. Независимо от того, от социального статуса человека, будь особенные, или это простые люди, или же там занимающие определенные должности, или же прохожие на улице, они все относятся с уважением друг к другу. Также, потому что данный регион, имеется в виду Дагестан, имеет как бы такую культурную, традиционную основу свою. Ну, сейчас в мире, в Ютубе, в мировом глобальном пространстве очень популярны несколько проповедников, в том числе и вы, русскоязычного слушателя, зрителя. Вообще, что необходимо для проповедника, для имама, для религиозного именно проповедника, чтобы зажигать сердца, чтобы привлекать внимание, чтобы вот такие тысячные, миллионы аудитории держать в таком внимании? Я проводил некоторый своего рода тест, эксперимент среди своих студентов. Я бывал в очень многих местах, проводя уроки, лекции, именно обучающего тренинга. Будучи в этих разных самых многочисленных местах, я видел множество людей, студентов, которые обучаются тому, чтобы стать исламскими именно учителями. Когда я задавал самый главный вопрос во всех этих ситуациях, я всегда получал один и тот же результат, то есть один и тот же ответ. И этот тест я собираюсь провести сейчас с вами. Вопрос к вам. Учитель, тот или иной, который был ваш учитель, который был в вашей молодости, который вам нравился. Вы сейчас можете подумать об этом, вспомнить этого человека? Я бы хотел, чтобы вы назвали одно качество в том самом учителе, из-за которого он вам нравился или понравился. Наверное, внимательность к ученику. Еще одно какое-нибудь качество, да. Наверное, терпение. Следующее. Любое качество. Это доброта, наверное. Kindness. То, что злых преподавателей, учителей плохо переносишь. А теперь вы ответили на вопрос, который сами задали мне. Когда я видел тысячи этих людей потенциально, которые собирались быть учителями исламскими, которые учились тому, чтобы стать исламскими учителями, я писал в доске, сколько разных качеств именно в человеке им нравилось в учителях.
then they all say first, the teacher understood Первое, они me. пишут, что учитель понимал меня, He gave me time, он мне давал время, gave me attention. он мне уделял внимание, вы сказали, он был терпелив. Он человек, который был открытым по отношению ко мне, которому я мог задать любой вопрос. He was gentle. Он был мягким. Но никто из них не сказал, пока вот в списке пока 15 качеств хотя бы не было перечислено, никто из них не сказал, что он самый знающий. Most preachers think that if you have В большинстве ученым, именно исламским ученым, им кажется, что они могут привлечь людей, толпу, crowd, людей, в данном случае, скажем так, именно благодаря знаниям, имеющимся у них. Но на самом деле они не понимают, что, по сути, обстоит дело не так. Ключевым моментом является именно проявление понимания в отношении студентов. Еще одним ключевым моментом – это вот тратить на них время, уделять внимание, время. we're talking about the general public. Мы говорим в общем вообще о публике. One of the things is when I'm lecturing on the stage, after the stage, people want to come and see me. После моих выступлений, которые бывают за кафедрой, на сцене, люди очень тянутся ко мне, приходят, чтобы обняться со мной, поздороваться со мной. И когда я уделяю им время, им это очень нравится. Чем больше времени я уделяю и провожу в целом с публикой, тем больше я их понимаю и, соответственно, и еще больше использую полученную от них информацию в своих последующих лекциях. Большинство моих лекций, почему они привлекают людей? Это потому, что все эти, в основном, большинство лекций основаны на реальном жизненном опыте. Ты должен понять людей прежде, чем ты начнешь с ними говорить. На протяжении вот всего этого времени, все эти СМС-сообщения посредством интернета, в общем, все, что он получал посредством социальных сетей и так далее, он их собрал в одно единое, изучал это все и смотрел, какие проблемы у людей. И тогда он из них составлял определенную лекцию, выдавал ее, и тогда данная лекция, тема данной лекции покрывала вот именно тот сектор, ту публику. То есть доходила до сердца каждого, кто задавал этот вопрос. И люди, соответственно, находили ответы на свои вопросы. От Лондона, вообще Великобритания, они являются для мусульманского мира, для многих мигрантов второй родиной стали. И вы родились в Лондоне, ваши родители познакомились в Лондоне. Вообще Лондон, с одной стороны, в мусульманских кругах считается такой страной антагонистической, противной, скажем так, мусульманскому миру. Это история колониализма, все знают. Но с другой стороны, там же получили прописку очень много мусульман, мусульманских организаций, в том числе и вашей организации. Вот как этот феномен объяснить и почему Лондон выбирают мусульмане? Наша идентичность, прежде всего, определяется, мы, прежде всего, британцы, а потом мы мусульмане. И поэтому такой вопрос, как мы, являясь британцами, будем чувствовать какую-то опасность? Мы в полной безопасности. А если же вот с религиозной точки зрения, как мусульманин, тогда я об этом могу сказать. Религиозно, вот это мне интересно. So in the religious point of view, you have to understand that есть много различных сфер, которые являются причинами оказания воздействия на мусульман. Надо сделать дифференциацию, надо различать, нужно общую публику, получается, от средств массовой информации. 99% населения, которые являются не мусульманами, у них очень хорошее отношение к мусульманам. Это в реальной жизни. Только 1%, он так вот негативное отношение. Точно так же дело обстоит и с мусульманами, наоборот. Если 99% мусульман хорошо относятся к немусульманам в Британии, получается, жители. 1% только, возможно, какие-то вот экстремисты. 99% is a very large number, tell him. 99% это огромная цифра, большая. But what happens? The media comes and takes the 1% here and the 1% here. Средства массовой информации берут именно тот 1% и отсюда, и оттуда, и раздувают, и делают из мухи слона. Okay. Конечно, теперь весь мир будет получать уже информацию из средств массовой информации.
Give him an example. Приведу пример. In all my travels, I travel a lot across London, across the country, across the world. Ну, по миру, как по Лондону, как по стране Великобритании, так и по всему миру я много путешествовал. I have faced some. Я чувствовал вот это гостеприимство от людей. Any kind of aggression or not liking me, I have seen Да, very то, little что of that. не было такого, что совсем мало было, чтобы вот негативно или как-то недоброжелательно ко мне относились. Usually, when a terrorist act has happened in the world, that week we need to be careful. Если в мире происходит какой-то террористический акт, то мы уже там, у себя в Лондоне, нам уже нужно быть очень осторожными. И это все, опять-таки, из-за средств массовой информации. Потому что и телеканалы, и печатные издания, они вот муссируют одно и то же, говоря, что мусульмане сделали это, мусульмане сделали то. А после, спустя уже одну или две недели, все становится на свои места, все в порядке. Даже на протяжении этих нескольких двух-пару недель, когда я путешествую и встречаюсь с людьми, в принципе, все, никаких проблем не бывает. Как раз мы плавно перешли к теме терроризма. Это проблема, которая беспокоила на протяжении нескольких десятков лет и Россию, и Дагестан. Буквально недавно мы отошли от проблемы терроризма. Отголоски еще есть, но тем не менее власть общества, государства преодолела. Но опять же есть опасения, что эти проблемы будут так или иначе беспокоить и в латентной форме, но тем не менее будет беспокоить. Вот к вам, как эксперту, как имаму, как проповеднику, как ученому, богослову, хотелось бы обратиться с вот таким вопросом. Как поставить заслон экстремизму, терроризму? Как не допустить в обществе мусульманском уме, я имею в виду, вот, распространение идей экстремизма и терроризма? Есть две стороны терроризма. Обычно мы слышим только об одной стороне. А я намереваюсь поговорить именно о двух сторонах. Да, это правда, что существуют экстремистские лекторы, ученые. Речи имеется в виду нас. И что в этих проповедях есть экстремистское начало, сущность. Это люди, которые проповедуют свою вот идею. То, что у них там в голове. Ну, у каждой страны есть свое правительство. Если правительство той или иной страны, то есть не правительство, государство на своей территории старается подавить в той или иной сфере, это не говорится о религиозном, вообще в любой сфере людей, определенную группу людей, естественно, они уже получают обратную реакцию в очень жесткой форме. То есть это митинги и так далее, вот это имеется в виду. Проблема в данном случае заключается в умах некоторых религиозных людей и также в умах политиков, власть имущих. Они оба являются проблемой. Мы не должны смотреть только на одну сторону. If a country goes and to another country, takes over the country, takes everything from... Если одна страна производит какую-то интервенцию, входит в другую страну, для того, чтобы забрать у них, опять-таки, нефть, золото и так далее, драгоценности, то есть природные ресурсы, и когда убивает ради этих своих целей людей, они не должны в ответ ждать, что население той страны, потерпевшей стороны, придет к ним с цветочками и скажет «спасибо вам». А это политическая проблема, то, которую я сейчас описал. Религиозная проблема же в том, некоторые религиозные умы, то есть люди в данном случае, у них возникают идеи, чтобы поехать в другие страны и так далее, распространять свое видение, свой вот ислам именно посредством, ну как бы навязчиво. Он force сказал, насильно как бы получается. Да. These are two extremists. Вот это и есть два экстремистские стороны. И именно вот поэтому мы имеем сегодня проблему. Для того, чтобы положить конец этому, нужно, чтобы собрались и та, и другая сторона за столом и обсудили, и завершили. Кто бы ни изучал вообще политику как науку, он должен осознавать, что не бывает так, чтобы ни одна война не завершалась, не приходила к концу посредством бомбежки друг друга обоих сторон. То есть должны собраться за столом, и у них должно между ними, конечно, зародиться взаимопонимание. Только взаимопонимание, общие взгляды, и только это может как бы способствовать. А религиозная проповедь, допустим, они же, те люди, которые призывают к терроризму, ну, из мусульманской среды, которые с лозунгами мусульманскими, они же как бы апеллируют к Корану и к Сунне, говорят, вот, что надо объявить джихад, надо объявить газават и так далее. С ними разве не путем проповеди надо как бы их
в общем, их невежество. Это же вопрос невежества, нет? Tell him, look, the first thing is you want to fight someone. And the next thing, second thing is you want Есть две вещи. Первое – это говорю, с кем-то воевать. Второе – искать справедливости, устанавливать справедливость. Right. So what happens here is, А что происходит сейчас? Религиозный экстремист, он идет, конечно, искать, что может, то есть определенные контексты вытаскивать из Корана, и обращается, то есть к Корану и Сунне, и говорит о том, что надо вот делать согласно чему. А политический экстремист, он уже ищет определенные нормативно-правовые акты, законы, конкретные статьи, посредством которых он говорит, призывает к борьбе с тем же человеком, с тем же религиозным экстремистом. Коран основан на самой жизни самого пророка, алейхиссалату вассалям. На его жизнеописании. Но у нас, к сожалению, есть вот нечто в человеческом разуме. Когда бы ни происходило насилие или кровопролитие, человек запоминает именно это и начинает это записывать, и это входит в историю. В какую бы книгу, историческую книгу вы не заглянули, будь это история России, там, Британии или ислама, когда вы ее читаете, если там есть события, которые описывают кровопролитие, то это становится самым ключевым событием, которое описано в данной книге, самой главной темой. Но все то прекрасное, все прекрасные явления, создание прекрасной архитектуры, вообще все самое благое, прекрасное, то, что создавалось, мы как бы не видим отражения этого всего, оно не отражается в исторических книгах. Жизнеописание же пророка, алейхиссалату вассалям, к сожалению, так получается, что в истории зафиксированы именно те моменты, когда он принимал участие в тех или иных битвах. И они больше всего сохранены и дошли. 95% тех, кто пишет вот статьи, они больше всего обращают внимание именно на вот события, военные события, при этом упуская из своего виду и не фиксируя все то самое гармония, когда была гармония, когда люди улыбались, когда пребывание было умиротворение. Вот эти моменты как бы упускаются. В большинстве своем Коран и жизнеописание пророка, алейхиссалату вассалям, рассказывают именно о мире. А вот эти экстремисты возьмут ту самую малую часть, где были военные, например, события, и раздуют его, и сделают якобы она является основной. И это то же самое, что в наши дни делают средства массовой информации. Средства массовой СМИ берут тот самый малый процент, 1-2%, раздувают его, муссируют, делая из мухи слона. И это делается ради того, чтобы зарабатывать деньги. А экстремисты, в свою очередь, что делают? Они тоже берут вот этот самый малый процент, 1-2%, из нее как бы строят, что является как бы фундаментом для построения идеологии. А для чего? Для того, чтобы влиять на людей, чтобы брать, иметь силу над людьми, властвовать над людьми. Назовите, пожалуйста, шейх Хасан, 3 главных проблемы мусульманского ума в мировом контексте. Most Muslims don't know their religion. Большинство мусульман не знают свою религию. Они не изучают свою религию. Most Muslims across the world are Muslim by name. Большинство людей, мусульман, называются мусульманами, но в повседневной своей жизни, по образу жизни, они не ведут образ мусульман, образ жизни мусульман. Если бы мусульманин был поистине мусульманином, то есть жил бы так, как призывает ислам, у нас не было бы никаких проблем. В то время, когда мусульмане были впереди света всего, в плане развития имеется в виду, вот тогда они были вот настоящими мусульманами. Но мусульмане думают, что быть мусульманином – это только молиться, выплачивать закат, держать пост месяц Рамадан и ездить в хадж. Это только лишь 20% ислама. И у нас также есть еще 20% социального ислама. We have another 20% to do with our transactions and the way we deal with people. Еще 20% это касается сферы как бы взаимоотношений с людьми. We have another whole section. Еще одна область там, где мы должны работать над очищением своего сердца, духовная сторона. У нас есть как бы внутренняя жизнь в исламе, внутренними семейными. Ислам – это еще и построение взаимоотношений, соседских отношений с соседями. Естественно, со всем обществом в целом. All of this is neglected. Все это игнорируется. Люди думают, что если я буду совершать намаз, выплачивать закат, держать пост месяц Рамадана и ездить в хадж, на этом все. То я 100% в раю, все, у меня все в порядке. And the ones who come to pray the namaz, pray the salah, есть, конечно, люди, которые совершают молитвы, и они нормальные, хорошие люди.
Но некоторые категории мусульман думают, что поклонение это отдельное, а наступают выходные и уже совершение грехов там, и так далее. Это уже другое, то есть там отдыхать как бы. So he sees the mosque as Многие воспринимают мечеть как место очищения себя, как бы приходят на пятничную молитву, все, неделю раз совершают, там, очищают, как бы, да, поклонением занимаются, а потом и пошло-поехало обратно грешат. This is not Islam. Это не ислам. Вообще, мне такое ощущение складывается, шейх Хасан, что также работают в таком же ключе и некоторым так называемым мусульманские государства. Я в этом плане буду немножко жесток, наверное, потому что недавно, побывав в хаджи, я видел изнутри ситуацию в Саудовской Аравии. Вообще, конечно, я понимаю, вы можете сейчас не критиковать, это как бы ваше право, и не восхвалять, но я бы хотел все-таки ваше мнение узнать по поводу мусульманских государств, которые называются мусульманскими. Это тоже, наверное, проблема, так же, как и мусульманская умма. И в этом числе, наверное, и ряд стран, таких как Аравия, богатых стран там, и так далее, не буду все называть. Чего не хватает мусульманским режимам? Именно Саудовской Аравии для того, чтобы называться истинно мусульманским. Тоже так же, как умме не хватает понимания, вот что не хватает. It's a very loaded question. It Очень involves a lot of things. Много, разносторонний такой ответ. First tell him that Первое, что политическая составляющая любой страны и обычное население – это совершенно две разные вещи. Я сейчас хочу дать, говорит, такой один большой, такой обстоятельно как бы объяснить одно, то посредством чего можно как бы решение этого вопроса, ответ на данный вопрос. If any country's political group think that the public should practice Islam, если политическая элита считает, что население должно соблюдать ислам, но к нам это никакого отношения не имеет, тогда забудьте об этом. Это самая большая проблема, которая имеется. Проблема заключается в том, что порой в большинстве своем политическая власть использует ислам, саму религию ислам, в отношении населения, для того, чтобы, к примеру, говорит, вот государство говорит населению, не воруйте, говорит, не воруйте, именно подается это с точки зрения ислама. Вот согласно исламу вы не должны так поступать, но сами они при этом воруют, говорит, государственную казну, обворовывают. Это первое. Второе. Относительно прав людей. Они говорят, вот с точки зрения ислама должны соблюдаться права людей, но при этом они сами нисколько не соблюдают, а нарушают права людей. Люди, сами население, простые люди, просто так друг друга как бы не убивали бы. Убийство происходит только борьба за власть. Но государством порой принимаются законы. Я вот смысл передаю, то, что он хочет сказать. Они говорят, он конкретно говорит, государство говорит людям, слушай, вы не пейте. Но при этом в самих местах, там, где обитают эти политики, получаются, чуть грубо звучит, у них полностью все на распитие, спиртные напитки имеются. They watch the general public fasting in Ramadan and they fly out to other countries during Ramadan so they don't have to fast. Это же речь идет об исламских, об исламской стране, да, пример проводился в Саудовской Аравии. Они сами говорят, людям, надо соблюдать пост в месяц Рамазана, но при этом сами в месяц Рамазана улетают, выезжают из страны, чтобы не держать пост. Возвращаются в страну как бы, да, 27-го месяца Рамадана, и чтобы уже фоткаются, что якобы все чеки. Это не есть ислам. And until the ruling party and the general public both don't practice the same Islam, this is nothing going to change. И пока политическая власть, политики, то есть получается само государство и простые люди вместе, если они вместе не будут, если их слова не будут совпадать с делами, ничего не будет, никакого прогресса как бы, да. Вот это и есть как бы решение. Значит, такой вопрос у меня еще. Я коснулся темы колониализма. Вообще, Запад постоянно вмешивается в дела мусульманских стран. Постоянно хочет Багдад, Дамаск, Кабул, Афганистан, Сирия и так далее. Везде хочет вмешиваться. Вот. И это такой пока. И Россия сейчас выступает в роли такого, ну, по крайней мере, на примере Сирии, да, вводя войска, ВКС, военно-космические силы,
пытается сдерживать то давление вот именно в ближневосточном регионе, именно на примере Сирии. Вот как вообще вы это воспринимаете, вот эти процессы, которые происходят в Сирии и участие в этом конфликте России? What is your attitude to all those political processes, which is like? Tell him we are birds on the tree. Tell him we are birds on the tree. Скажи ему, мы как птицы на дереве. Так. The lions caught. И видим, что лев поймал оленя. Then the hyenas came. Пришли гиены, и между ними возникла война. А мы как птицы на дереве просто наблюдаем. Нам ничего, абсолютно ничего поделать с этим. Существуют как бы две политические стороны. Одну сторону, которую мы видим и слышим в средствах массовой информации, а другая сторона, она теневая, не видно их. Та сторона, политическая сторона, которую мы слышим и видим, она и занимается, у нее происходит взаимоотношения с населением. А та политическая сторона, которую мы не слышим, она и есть та самая настоящая. When they release the secret information after 30 years, you know, some countries in London they do this. After 30 years. Была раскрыта секретная информация 30-летней давности, и только после этого мы поняли, почему, для чего были предприняты те определенные действия 30 лет назад. Tell him a question. I want to ask a question. Я хочу задать один вопрос. Mugabe в Африке, который был. Он диктатор, никто бы и не собирался. Он управляет своей страной так, как он хочет, и он всегда побеждает на выборах. Ни одна западная страна не беспокоит его. Why? Почему? Потому что 300 лет назад западные страны уже вошли в эту страну африканскую, и все, что им нужно было взять, уже забрали оттуда. The British went. Потом пошли уже британцы. The Americans went. Американцы пошли. French went. Французы пошли. Italians went. Итальянцы пошли. The Dutch went there. Датчане зашли. The Spanish were there. Испанцы зашли. They rinsed the whole of Africa. Они просто разрушили всю Африку. There's nothing left in Africa. Ничего, а в Африке уже больше ничего не осталось. И на странах Среднего Востока были обнаружены как бы наличие нефти. Once this finishes, как только это закончится, никто уже больше эти страны беспокоить не будет. Мусульманские имеются в виду, да? It's not about Muslims. Это не только касается мусульман. No. It's about dengue, money. It's all about это все касается денег. Ресурсы. Так, понятно. Вы являетесь руководителем религиозной организации Северного Лондона и имея в своей юрисдикции, скажем так, 4 мечети, да? 4 мечети. К вам наверняка обращались некоторые горячие головы, хотели, чтобы вы дали им некие санкцию, фатву на то, чтобы те воевали в Сирии на стороне и ISIS там, и других организаций. Вы как вот были такие случаи и что вы вам отвечали? No. Well, they don't come out fatwa to us. They don't come to us for fatwa. No. Не, ничего подобного. Because we are scholars. Мы и как раз таки являемся учеными, которых они называют неверными. We are not their scholars. Мы не являемся их учеными. They will never come to us for fatwa. Они никогда не придут к нам за фатвой. Но согласно их идеологии, мы должны быть в аду. They have their own scholars in the internet. У них есть свои ученые в интернете. Sheikh Google, да? Oh, Sheikh, through Sheikh Google. Yes. Many Sheikhs. Google. В Англии, вообще Британии, по данным разным, статистическим, имя Мухаммад было названо как самое популярное имя. Вот в связи с этим у меня вопрос, когда Британия будет мусульманской страной? Не поняли причину, сейчас я объясню. Because you haven't understood the reason why. В 90-х годах британцы открыли свою границу для сомалийцев. На протяжении последних 20-25 лет очень огромное количество сомалийцев приехало в Великобританию. И практически почти 70% всех сомалийцев и их имена Мухаммад. Именно это и изменило статистику. До 90-х годов Мухаммад не было самым популярным именем. Огромное количество сомалийцев переехало в So now when you look at the statistics, it looks like Muhammad is the most common. Когда мы уже смотрим на статистику после переезда сомалийцев в Англию, у некоторых даже и имя, фамилия Мухаммад. His name and his surname is Muhammad. So this is just one small population amongst the whole of the. Look, tell him
The Muslims of Britain are 2 million. Население Великобритании 17 миллионов, а население же мусульман в Британии это 2,5 миллиона человек. Of them, the Somalis make a very small percent. Ну, из этих 2,5 миллионов мусульман сомалийцы составляют маленький процент. And with all the other Muslims, 2 million Muslims, with all the other вот со всеми теми мусульманами, 2 миллионами, 2,5 миллионами it's become a popular name. It's become a popular name. Оно становится популярным именем. But if you look at the general statistics of 70 million versus 2.5 million, it is. Если сравнить со всем населением Британии, 17 миллионами, тогда это государство только из маленького. Англия, да. И, значит, информация такая была в СМИ, что мэром Лондона буквально год, может. Are you familiar with it? Yes, but he's representing all the different religions and all the different communities in London. He cannot represent just Muslims. Он мусульманин, но он не может представлять только интересы мусульман. Он представляет интересы всех конфессий. Вы знакомы с ним? Do you know him personally? Я не знаком как лично с ним. Ну что же, последнее такое пожелание, вопрос пожелания дагестанским мусульманам, может совет как проповедник. I found one beautiful thing in the Dagestani people. Я вот нашел для себя очень одну прекрасную вещь в Дагестане. They respect their ulama, the scholars. Дагестанцы уважают своих ученых богословов. Any nation who respects their ulama nation, they are safe. Любой народ, любая нация вообще, которая уважает своих ученых богословов, они в безопасности. Но если взять любую страну, все, что плохое происходит, включая эти террористические акты и так далее, все это происходит из-за отсутствия централизованной системы. То есть он сравнивает то, что вот имеется в муфтия, когда есть ученые, когда есть население, и когда население слушается ученых. Когда человек говорит, что я буду сам искать там смысл в Коране, свое собственное умозаключение делать. And his Sheikh has got a very small following. И у его ученого как бы там малое количество последователей, небольшое количество. Вот это и есть место, откуда исходит опасность. Поэтому я желаю дагестанцам продолжать уважительно относиться к своим ученым богословам и оставаться под их наставлением. Спасибо большое, баракаллах. Спасибо большое. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был шейх Хасан Али, руководитель религиозной организации Северного Лондона, который специально приехал в Дагестан погостить у мусульман, увидеть нашу прекрасную республику. Я же Хамжан Курбанов, прощаюсь с вами до новых встреч, желаем вам мира и благоденствия.